Привет, друзья! Завершаем сегодня баклажанно-рулеточную эпопею, которая у нас получилась из 3 роликов. Сегодня будем готовить рулеты с куриной грудкой. Это так вкусно, это так обалденно. Всем любителям мяса посвящается. Готовим! Начинаем с начинки. Куриную грудку нарезаем и превращаем ее в рубленый фарш. Если вам лень этим заниматься, можете пропустить куриное мясо через мясорубку. Хотя не обязательно использовать курицу. Также можно использовать и филе баранины, и филе говядины, и даже свинину, но не жирную. Теперь мелким кубиком нарезаем репчатый лук. И переходим к плите. На сковороде разогреваем немного растительного масла. Обжариваем лук до тех пор, пока не появятся подпалины. И добавляем к луку фарш. Обжариваем до полуготовности и добавляем любимые специи. У меня это копченая паприка и сванская соль. Из этого следует, что простую поваренную соль мне добавлять сюда уже не нужно. Обжариваем до готовности фарша. Но ни в коем случае не пересушивайте. Фарш готов, убираем его с плиты. Перекладываем в глубокую чашу. Добавляем столовую ложку с хорошей горкой творожного сыра. Через чесночный пресс выдавливаем зубчик чеснока. И хорошенько перемешиваем. Творожный сыр здесь выступает в роли цемента, чтобы наш фарш не вываливался из рулетиков. Кстати, попробуйте на вкус. Если вам вдруг не хватает каких-то специй или соли, обязательно добавьте и еще раз перемешайте. Начинка для рулетов готова. Подготавливаем баклажаны. Кожу с баклажанов не снимаем, а нарезаем их тонкими слайсами. Это делается точно так же, как я и показывал в предыдущих рецептах. В глубокую чашу наливаем литр воды, растворяем 1 столовую ложку соли и выкладываем в эту воду баклажаны. Сверху ставим тарелку, на тарелку гнет и оставляем баклажаны в покое на полчаса, чтобы баклажаны просолились. Через полчаса баклажанчики готовы. Теперь в сковороду наливаем растительное масло, прогреваем его. С баклажанов стряхиваем лишнюю влагу. Обваливаем в крахмале, стряхиваем лишний крахмал и обжариваем баклажаны с 2 сторон до румяной корочки. Так обжариваем все баклажаны. Потом перекладываем их на тарелку и даем им отдохнуть 10 минут. Теперь нарезаем помидоры тонкими кольцами, они нам тоже пригодятся в рулетиках. Ну а потом, естественно, собираем наши рулетики. На баклажан выкладываем ломтик помидора. Можно, конечно, и без помидора, но с помидором вкуснее. На помидор выкладываем начинку из курицы и сворачиваем рулет. Вот такая красота получилась. Это очень вкусные и красивые рулеты, которые сделают ваш праздничный стол и вкуснее, и наряднее. Друзья, напоминаю, несмотря на то, что эти баклажаны обжариваются в масле, они совершенно не жирные, они великолепные. И рулетики получаются с курочкой очень и очень вкусные и очень сытные. Готовьте их прям на каждый день. Это ж видели, как просто. Готовьте и радуйте своих родных и близких. А я пока с вами прощаюсь. Что будет в следующем рецепте, я пока, если честно, не знаю. Но будет что-то очень вкусное. Ну а пока, пока. Бормиль.